Так, Маратик, чтоб ничего не профукать, ёшкин ты кот. Что тут пропухать? Не пропукаем, не переживай. Вот я вчера на тебя стоял по В телевизору. израильском алфавите буква П и Ф пишется одинаково. Фукать? Да, так что можно путать. И фукать, и пукать. Кто пукнул? Я тут, Марат, если что. Друзья, всем привет, с вами Дискрепан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Как обещали, мы такие в гостях. Всем шалом. Я говорю, я вчера на тебя по телевизору смотрел в ресторане. И думаю, кого ты мне напоминаешь? Ну, кроме моего Марата. Джордж Клуни. Это уже люди подсказали. А я сначала перепутал и сказал Джордж Куни. С красивой бородой. Люди сказали, что Куни рядом не стоял. Ты очень красивый человек. Молодец. Скоро сбрею. Не надо. Мы, как обещали, приехали в гости к известному человеку, чей род перевидал не 1 килограмм мяса и знает толк в шашлыках. Артем, ты дома? Куда мы приехали? Родненький, салют. Мы Созрели на шашлык. таки да, мы приехали, здорово. Привет. Вот Марат с Израиля, известный человек. Ты что? Он как и ты, с мясом, так же самое он с хумусом. Катюня. Здравствуйте. Смотри, я не знаю, с чего начать. Вроде бы ничего не забыл. Я, как и обещал, там целая куча приехала новинок. Ты в палатке давно жил? Я на всякий пожарный. Ты знаешь, у меня все с собой. На, подержи. Нас 4, она 4-местная. Марат, вот это то, что нам никогда не хватало, понял? То, что нам хватало никогда. Короче, теперь оно у нас есть, и хватать теперь будет всегда. Что это? Катя, от натурхайка, это вот... Давай я буду говорить мало Ультра и лайт. показывать много. Держи. Это тебе. Какой-то коврик тоже, да? Говорить мало, он это точно сказал. Это не просто коврик. Короче, тут вот это, Только не говори, что это свежая Дунайка. родненький, это самая свежая Дунайка, ее еще даже у Липован нет. Просто меня там так любят, что сказали, вот самую первую, Сережа, это тебе. Вот сегодня приехала посылка, ее... Катя, Не, Марат, я начинаю есть. Постой, Люська, успокойся. Короче, малосольная и копченая. Нам под пиво... Дайте понюхать, посмотрите, как она виляет хвостом. Ты Держи. привез? Это вот Свободная рука, если что. на тебе пивасик, еще пивасик. Вот это вот сюда, вот это вот сюда. Вроде бы все взяли, А ничего там не был забыли. маленький кулечек с шашлыком куриным. Ты взял его? Куриным. Катя? Ну, у нас Елисей У ест. нас Елисей. Он же, как это, Елисей еврей, понял? Свиной шашлык не ест. Такой же набор шампуриков есть. Блин. Да? Точно такой же? Похожий. Это же серия. Вот там же в Харькове взяли. Все, извините, короче, тогда позориться не буду. Покороче, не, пускай будет. У меня слишком длинно, эти покороче как раз, наверное, то, что надо будет. Ну, не всем так повезло. Держи. Ну, Катюша, пошли. Люська, собирайся, давай ну его в баню. Ох, сегодня бахнем шашлыки знатные. Спасибо. По кругу, да. Слушай, а ты видишь, Это какая что у за них? елка Я вот тоже настоящая? только увидела. Ты посмотри, Катя, а какие можно длинные. ходить по копанному? Не знаю. Обалдеть, это что, укроп, А что петрушка? это? Вы знаете, как называется? Аленочка. Это, ну-ка а что скажите Аленочка? мне. Ну, Алена, наверное, должна знать. Ну, Алена, может, и знает, Смотри, она мягкая. но жену зовут Света. Я знаю, как зовут Артема жену. Катя, ну выйди, извинись, и зайди по новой. Ты что, гости перепутала? Я тебе еще Руслану вчера Соленой поедем другим сказала, разом. Шо? я на твои провокации не ведусь. Все, любовь моя. О, не ведется, но хорошо отвлекается, понял? Все, пошлите что-то мариновать. Огород по-человечески приведен в порядок. Учись, Вы большие молодцы. студент. Причем здесь учись, Катя? А что? Я просто подчеркиваю, какие ребята молодцы. Что ты меня макаешь учить? Что? Так и хочется тебе что-то сказать неприятное, но мы же в гостях. О, Ой, евреи, вы, ребята, молодцы, бизнесмены, музыканты и певцы. Это вот Ой, это, евреи, черешня? юморной такой народ, где бы ни был, все пихает себе в рот. Ну, еще на качели любит кататься. Скажи, мне кажется, я эту черешню видел в том году в агромаркете, правильно? Точно. Вот молодцы. Ты знаешь, что я бы тоже Шо? хотела такую плакучую черешню. Тёма, мы заходили позавчера или вот
Вчера, наверное, даже. Ну, на днях. Да, и там персик такой плакучий есть. Вообще, ты что, это кошмар. Они когда-то... Обратили внимание, видели. Пока тоже место. Нет, куда уже все сажать. Не, ну Хорошо, у меня короткий нескромный вопрос. Где мы будем пить шашлык? Где мы будем жарить пиво? Короче, Внутри. я ж хотел тебе подарить, но ты взял уже и успел. Купил себе на барахолке, поэтому это Марата. Марат, иди сюда, у меня для тебя есть. Пил? Да, побежал. Побежал, ты посмотри на Дегустировать. него. Что? Что такое? Тёмочка, слышишь? Что мои колеса? А ну давай-ка по-другому. Пока вот это вот не началось, сейчас нас быстренько задурят. Эти кинжалы оставляй. Палатку. Есть в огороде лишнее место? Так, хочу протестировать. Короче, это палатка от Натурхайка. Вот в том году у меня, видел, стояла? Да, да. Я с ними поспорил, что вот я ее весной соберу, и с ней что-то случится. Ну, в смысле, она простоит до поздней осени. Простояла. Я сказал, что будет что-нибудь, там дожди, там это влага, бла-бла-бла. Где-нибудь треснет. Не треснуло, я проиграл. Натурхайк выиграл. И прислали мне еще одну палатку, 4-местную. Теперь я с ними закусился, что она год будет стоять. Не, ну это ткань, вот это вот Оксфорд. Я понял. А ты что без бокала? Останется только на рыбалку приехать. Сейчас сообразим. Давай, иди. Кого? Себе возьми, она не будет. А Марату... Что? А Марат с нами пивка бахнет. Правильно? Мне пока пиво подойдет. Да. Катя, какое ты хочешь, чтобы мы выпили? Холодненькое, наверное, да? Смотри, Марат. Боже мой. О, с холодильничка. Да ты что? Саня, Коля, я как обещал, довез. Это ребята с киевского рынка Свете на день рождения подарили. А, кстати, это вот Тёмина Света, которая пол Одессы тогда поздравляла. Смотри, это ваша. Точнее, не ваша. Это не... Это не... Слышишь, что один в один, нигде не коцнутый? Обалдеть. Ты видел, Марат? Вы уже из него дегустировали? Да. Это Красиво классика. меняется. Эх ты, так. Селедку будем кусать или будем резать? Давай порежем, а? Мы же в конце концов, В гостях? да. Походный вариант. Что? Может, зайдем, да? Нет, может мы и зайдем. Но зайдем мы уже по делу. Я понял. Понял? А я хочу, чтобы мы сейчас с тобой пивка бахнули. Чтоб Мы согласны. Маратик не скучал. Марат, на бумажке. Вы что, не знаете Сережу? И Катя уедет. Блин. А он уже не знает, как от меня одна? избавиться. И Катя уедет. Ну, А может, я никуда вообще не поеду? Обалдеть! 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 Это что, детеныш? Ты посмотри, обалдеть! Гигантела! Марат, они бывают и килограммовые. Как они такие большие, так вот рано? Ты посмотри на эту спину. Я так хочу, Сережа. Я прям очень хочу. Сейчас все будет, шеф. Свежее. Это первое в этом году можно загадывать желание. Да вы что? И вот она уже сейчас пошла. Ее сейчас немного. Пока вот такая погода. Потом погодка чуть-чуть испортится, и она отойдет. Ой, мне кажется, Опять что не она будет. самая вкусная, вот самая Вилка первая. здоровая. Досточка. Кстати, твоя. Как это? Ну вот так это. А я не помню, чтобы я тебе такую дарил. А, хорошо, кидай сюда или туда. Кидай сюда. Марат, нарезай селедку, а я пока наляю пиво. Нет, чтоб Марату уже дать, налить пиво, потому что у него руки чистые. Так он его отправил селедку резать. Что за человек? Катя, Марат, вам нравится это Что дело? будет? Боже, с нее жир течет. Кто? Это не жир, это пиво. Да? Селедка, где пиво? А, пиво вот оно. Я крупными. Такими темпами нас сделают до шашлыка, может, надо идти. Не Не-не, переживай. дойдет. У нас всегда так. Я вот так крупненько. Потом... Боже, как я хочу. Сереж, ты не пей сейчас пиво. Почисти сначала мне кусочек селедки прям. Марат, ты что, не умеешь резать? Ты же ее давишь, или она лопается? Это что, вот именно вот такими толстыми кусками. Меньше не надо. Смотри, ослепительный. Сейчас я картину дам. Смотри. Многие думают, что квас. Но таки нет. Селедка. Вай. Ты взял все, заляпал. Я не заляпал, а промариновал. Сейчас Света выйдет и скажет, Тёмочка, держи. Маратик, держи, солнышко, тебя побольше. Ну, ребята, хотел сказать за знакомство.
За встречу. За встречу. За встречу. Липование, спасибо огромное. Натурхайк, все большие молодцы. У Кати челюсть сводит. Она очень хочет. Ладно, Ай, уже. смотри, отбой за вышесказанное, выпьем за крепкое терпение. За здоровое, крепкое, психологически ровное, непоколебимое женское терпение. Говори, говори. За Я тебе тебя, вечером отомщу. любовь моя. Я вечером за твое терпение выпью. Шо? Фантастика. Да? Шедевр? Золото просто. Ну дай кусочек, ну хватит уже, просто невозможно. Катя, ну ты Ну, что это ты, блин? невозможно. Ну ты, слушай, дикий человек. Мало того, что я за тебя пью тосты стоя. Ты пей, а я буду есть за тебя, хорошо? Да ешь, моя любовь. Приятного аппетита. Вкусно? Все, а теперь, когда мы ювелирно подготовлены, можем замариновать шашлык. Что в этом мариновать? Соль, перец, лаврик, уксус, все, жарь не хочу. Правильно? Мы даже тарелки алюминиевые нашли, как раньше, понял? Серьезно. Век на лодке не кататься. Ну как, доработать надо. Да еще. Лай, ла 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 лай, ла ла лай, ла ла лай, лай, лай. Загадывайте желание. Слышите? Первая, да? Как там? На Дунайском берегу, на этой планете. Как-то шел Вот такой вкусняшка. с рыбалки я с селедочкой в пакете. Вам грех жаловаться. Катюня, накушай. Сейчас у всех будет, слава богу. Лиля, спасибо огромное, солнышко, что ты опять сейчас... Она сейчас одарит своей любовью, понял? Вот весь мир. Все, кто позвонит по телефону, всегда будет счастье. Лилечка, спасибо огромное, так что быть добру тебе спасибо сразу от всех людей. Хотя тебя и так заваливают комментариями добрыми, всеми делами. Все. Шо, Кать? Прям аж штиль. Да я хочу остановиться и тоже бахнуть пивка. Ёшкин ты кот. Вы мне зубы заговариваете, давай. Еще кусочек почисти. Вот кто-то там написал, Шо? какой-то обычный диванный умник у нас в комментариях. Да у нас нема таких, показалось. Ну-ну. Есть там один. Всё, извините за выражение. Матиас, вот эта селедка. Вот, ребята, кто не пробовал Дунайку, я Рекомендую. я съел Матиоса, ну 1,5 тонны точно. Ой, Поверьте мне, ниже плинтуса по сравнению с Дунайкой. Так что не умничайте. Но тоже вкусный, согласитесь. Ну оставь, Катя, это небо и земля. слушай, это как этот. Как женщины. Кто-то любит больше, кто-то любит поменьше. Кто-то потолще. Так что, ну все мы любим по-разному. Не буду продолжать. И не надо. Так, хлопцы, ребята. Да уже собаки Бла-бла-бла. говорят, пора мариновать Давайте мясо. быстренько замаринуем, потом... Да, что это за чудо такое, Катя? Где ты там есть? Тут. Ты в гостях, иди сюда, что ты там сидишь, блин. Ну я понимаю, что на таком диване, а ну разверни. Я На жду, фоне, на когда- фоне лаванды я еще, жду, когда вы елки-палки, можно зайдете. сидеть не вынимая. Помой. Так, девочки, идемте мариновать что-то. В нашем случае мясо. Тёмочка, слышишь? Прямо как я хочу. Катя, хочу, чтобы у нас такой холодильник стоял в нашем шато де ля Сарай. Смотри, что у людей. А? А чё нет? Нифига вы набрали. Вы что-то еще кого-то ждете? Вас? Ну, мы не настолько голодные, но готовить любим. Это что-то с чем-то. Домашняя, мраморная, японская свинина. Вот так вот мисочка есть. Катюня, ты посмотри, вот что для счастья надо? Цибули не хватает. Ножи я взял с собой, не переживай. А, и цибуля есть. Ты что? Ведро мусорное есть. Так я сейчас быстренько сяду и перечищу. Пивка налью по-домашнему. Ну да, я хоть посмотрю. Чего ты так вот это вот размазала тебя? Меня? Ну ты ж села все и как будто бы уже. Иди сюда, ты. Он не может залезть, возьми его. Ой, ты, да, он же вентилятор, его же не поймаешь. Это ж А я тебя поймаю. угорелый красавец. Пауза. Ладно, посидели, Так, ладно, посидели, побалдели. Марат ушел. Я наш банкет потихонечку сюда Переносишь, перенесу. да? Кать, посмотри, как красивенько, а? Саджик есть? Знаешь, что это такое?
Да, туда шашлычок кладешь, потом... Кастрюля перевернута. Не, как это называется? Это вот так вот раньше. Черное море. Ир, Анатольевич, Витальевна, Вика. Короче, вот все, с кем и у кого я работал в Черном море, вам огромный привет. Нас знаешь, как дрюкали, Катя? Вот так вот, короче, и спереди, и сзади, чтобы это все было. Мы выходили, красивенько. Стол такой огромный, человек 11 за ним, а может 12. И одновременно все 12 официантов выходят. Это клоше. Я И французский... вы одновременно... И вы одновременно... Фу ты! Одновременно, да. Одновременно поднимали крышку. Клоше. Подожди, как? Тогда слушай. И мы вот так вот все выходили, 12 человек, одновременно. Вот считай, что это цибуля, вот сидит главный герой, спиной, затылком ко мне. Он меня не видит. И мы так вот все стоим по кругу, над сидящими. И только раз, и завалили. Раз, и убрали руку. Поздоровались скрытно, потом так раз, и руку взяли. Посчитали до скольки-нибудь, не скажу, потому что это секрет, и резко убрали, понимаешь? Тут самое главное, когда ты убираешь, от соседа не долбануть. Ну, испортишь праздник. Оно, конечно, будет... Так там же еще и как рында. конденсат собирается. Не успевает. Да? Да, там мясо кусочек. Молекулярная кухня, вот такая вот. Соус такой в виде бульки. Да. Я говорю, молодец, Артем. Ты, походу, тоже в ресторане работал, но другом. Теперь я знаю просто, как эта штука правильно называется. Клоше. Да, такое слово интересное. Только они у нас такие тяжелые были, что пипец. Там вот такой толщины нержавейка, я тебе говорю. Это такой, Да, как у да, нас? да. Такой, А как это и у нас? массаж по-нашему. Афган-казан вылитый, Катя, огонь. Маленький, литров на 10. Как тебе подарили. Марат, Светочка, помашите людям ручкам, которые вас поздравляли с днем рождения. А то ж мы же обещали, но не сразу. Огромное спасибо Всё. всем за такие теплые слова. Ой, те, кто знают, знают, а те, кто не знают, это, чтобы вы понимали, это, как я говорю, старые казаки. Да, древняя семья, елки-палки. Ты что? Ну, Марат, что вы стоите? я хотел сказать, у вас там что, просто рукомойник или джакузи? Тебя 40 минут не было. Что я ты, собачкой играл. что ты там себе мыл? А, это? Я помыл руки специально, У него чтобы просто поиграть со собачкой. стекла в душе нету, Сережа. Ты забыл? До сих пор? У меня занавесочки пока висят. Нормально? Пригодилось? Отлично. Это мешка под... Под что? Оранжевый. Хорошо, хорошо, хорошо. А есть маленький ножичек? Хотя, наверное, у меня, может быть, и есть. У меня есть здесь, смотри, Что-то у меня И- нормально? топорик. Марат, отлично. Хуже, чем на бороде, Марат, но хорошо. Нет, я не готовился, но на секундочку все с собой. Это Перчик. Очень, очень правильно. Вот именно перчик вот такой горошком, да? Нужен? Тёма, ты со своими саблями? Да, Обалдеть. маленький. Света вышла, все проверила, говорит, Маленькие, супер. как ее папа делал. А ты мне рассказывал, ты уже расскажешь ты и людям. Шо? Ну, хотя рецепт, Бывает два вида. это у папы было два вида, вообще бывает намного больше. Вот как бы состав один и тот же. Уксус, масло, лук, соль, Марат, я тут. перец, Катя, ты не штатив и не трамвай. Ходи ногами, солнышко, давай. лавровый лист. То есть состав один и тот же, но рецептов было, ну не знаю, наверное, сотни. То есть каждый готовил все равно по-своему. И везде был уксус. Везде. Это самое главное. Везде уксус. А у нас будет шашлык вот такими толстыми колечками между кусочков мяса? Не шашлык, а лук? Да. Я бы не Ну, стал, но можно. Пару палочек сделать. Давай можно, да. сделаем, как было. Катя, я же уже, пол своего лексикарного. Короче, вот Запаса. те слова, что я знаю, запаса Использовал. истратил, рассказывая про алюминиевые тарелки. А где они? Пакет где? Из метро. В машине. Что ты? Хорошо, что в А машине мы не они оставили дома. его в тележке вчера? Возле Сережа, метро? в машине под Миланиным креслом. Ё-моё, так я вернусь. Все, то я думаю, что мы приехали. Тоже весь этот хипиш был. Смотри, я понимаю, что я тебе не то чтобы мешаю, но хочу помочь. Артем принес мисочку для... На улице Я Пикадилли. расскажу вот два папиных рецепта. Давай. Один, значит, он назывался долгий. Это когда мясо маринуется на ночь, но без уксуса. А уксус варится вместе со всеми специями в кастрюльке. Ну, это в смысле перец горошком и лавровый лист? Перец, горошком, лавровый лист, уксус, вода. И потом он настаивается. Он становится таким темным, темно-коричневого цвета. Он настаивается всю ночь. И за час-полтора до
жарки, вот эта вся смесь, которая настаивалась, она выливается в мясо, которое уже мариновалось с луком ночь в холодильнике. Это один способ. У нас сегодня будет ускоренный. То есть, в принципе, точно такой, только просто концентрат уксуса чуть-чуть будет больше. Мы его поддержим в холодной воде и зальем мясо. Нет, концентрат у нас останется 9%, просто объема будет наливает больше. Прямо уксус на мясо. Прямо льет на лук, на мясо. И я немножко против такого способа. Хотя он тоже имеет место быть. Тёмочка, я с твоего позволения тебе немножко подведу. Ножик, я смотрю, что у тебя... Слышишь, это что такое, фиолетовый ты уже приобрел? Или ты его сам хотел, как у тебя японцы, накалить? Нет, это он так приобретал. Ага. И цвет такой сделали. А ну-ка. Ой-ой-ой. Вот теперь это уже... Надо много, Вот теперь уже орудие. Надо немало. Сколько здесь мяса? Ты что, Марат? Очень много мяса. Так Ты вы все не посмотри. берите. Сколько вам надо? Вы все не берите. Боже мой, как она пахнет. Шея прямо шедевр. Ну тут скажи, по шину можем мы вот это вот снять себе аккуратненько, и у нас получится то, что доктор прописал. Обалдеть. Нереальной красоты. Она тоже очень вкусная. Вкуснятина. На шашлык. Хорошо, давай я так вот ее сейчас срежу. Вот таким пластом. Ах, хорошее. Так может я уже тогда врежу мясо, раз вы режете лук? Врежь. Мы лук почти закончили. Еще Все. примерно. Так тут и с мясом, получается, делать нечего. Раз-два и готово. Что? А ну-ка скажи мне, это Дядя. советская эмалированная кастрюлька есть у Шведы? 4-ведерная желательно. Вот такая, чтобы мы прям там замариновали. Знаешь, как раньше в кастрюлях возили на шашлык мясо? Смотри, Там найдем, но она может быть 10 и 20 литров. Сейчас что-нибудь поищем. в то время, когда ты уже работал в шашлычной, я тогда еще даже с писюном не игрался, понял? Да, поэтому как возили, не знаю, но когда я с дедушкой ездил в Измаил на газоне, я уже Кате рассказывал, баллоны кислородные заправлять на завод, они останавливались где-то там в шашлычной у дороги и кушали этот шашлык. Вот я его помню. Тарелочки из фольги, сбоку вот так вот ляпнутый соус и Лучок красный. лучок, не помню насчет красного, и вот так вот шашлычок. Пипец какой вкусный. Ореховой рощи я стоял почти 2 года, торговал шашлыком. 88-89 год. Я вот стою и думаю, что, Катенька, у нас же тоже вот такой получится шато де ля Сарай. Ну, не совсем. Ну, примерно. Ну, что примерно? Тихо, на улице шумит, сквозняк, а здесь тишина и покой прямо. Сам себя слышишь? Пыли никакой, да? Не висит никакая вот эта вот Голова мама дорогая. кабанячая, да? Не, то я верну. Все подряд. Тёма, если бы висела рында, я бы попутал адреса, понял? Я подумал, что вот это я начал жить нормально, так всегда, хорошо, хорошо. Я понял, что надо приобрести. Рынду. Ты уже хочешь? Ладно, все. Ты разговаривай. Давай, все. А ты иди сходи Я не на буду улицу. разговаривать, я пока... Сереж, подожди, принеси мой телефон и сумочку, пожалуйста. Маратик, подожди, не торопись, потому что ты сейчас, как это, спина у тебя красивая, не такая, как борода, но тебя же смотрят люди. Давай сделаем, смотри, свет, освещение, оператор, стой, не затмевай, а теперь работай. Тёма, а где ты пропал? Тебя за сыром было легче послать. Куда он делся? Не поверишь. Да ладно, Марат, обалдеть! То, что ты Как... хотел, А ты что? Как у дедушки, да? Только... Все, сполосни. легко. Офигеть! Сюда. А у нас была такая же, только 4-ведерная. Он не маленький делает? Так, Не, Кусок? нормально. Не надо крупный, потому что маринад будет быстрый. Катя, я тебе напомню. Что? Что, я готовить не умею? Ты хотела? Нет, я тебе напомню, пока я стою к Марату, к его правому уху, на котором он плохо слышит. Он съел 1,5 тонны матис и 780 килограмм Дунайский шашлыка. Шашлыка. Поэтому не тебе рассказывать, как резать. Килограмм я в день продавал полтонны. А я что, я просто не договорил в день. Поэтому не тебе рассказывать, как резать кусочки мяса. Они должны быть маленькие, порционные. Не, армяне делают, конечно, не такие маленькие. по 100 грамм, хорошие. Не Прямо маленькие, не большие. И мы сегодня делаем средненькие.
Большие, это я очень люблю вот это армянский рецепт с косточкой или вот это такое. А у нас сегодня такое чисто средненькое, вот такие вот кусочки шикарные. Шея просто Да? фантастическая. Ты шо? Поставь в холодильник, пожалуйста. На улице Пикади. Катя. А, нет, собаки воспитанные. Думал, селедку съели. Ёханый бабай. Чуть инфаркт миокарда, вот такой рубец не Я же тебя случился. кое-что попросила сделать. Куда ж ты побежал? Что? Говорю, поставь в холодильник, пожалуйста. Так вот же холодильник, ты что, забыл? Вон холодильник у Тёмы. Куда ты его прешь? Ты никак не прив... Катя, Сереж, ну может Света не хочет, чтобы у нее здесь селедкой пахло? Катя, если что, знаешь, как хлебование, когда в гостях, они же не спрашивают. Помоги мне, пожалуйста. Хорошо. В морозилку? Нет, просто в холодильник, Это пусть что, оно одна остынет. двойная или две одинарные? Что это за двери? Классная, кстати, ты знаешь? Вот, Там одна морозилка. Отдельно все вот следующая часть, о чем мы с тобой будем мечтать, это будет вот такой холодильник. Я думаю, что ты останешься доволен им. Подожди, имеет отношение. И не Ой, как будешь это? переживать, что у тебя маленькая морозильная камера. Смотри, как удобно, да? Отлично. Катя, если ты не переживаешь, что у меня маленькая, так я вообще не буду переживать, что А у меня я уже не переживаю, я уже смирилась. Все нормально, я тебя умоляю. Не в этом счастье, правильно? А то. Главное, чтобы входило и выходило пивко. Так, нифига себе какая. Я могу поехать за оставшейся частью Это детей? что за мраморная такая доска? Я же ее не трогал в руках. Шо? Я могу детей привезти? А что там уже позвонили, что уже Миланя Ну проснулась? нет, а кто тебе позвонит? А ты на кого ее оставила? На старшего брата. Ну. Елисейка звонил? Катя, иди. Так, шашлыки. Вот это да, я в шоке. Ты посмотри, канолево. Ребята, вот ровно вот так вот это все к вам и будет приезжать. Если будете заказывать свежую, так она будет приезжать немножко подохлажденная. Ну как это? Слегка подзамороженная, потому что Меня это... этим угостить? Это таки счастье. Нет, я хочу, чтобы ты сейчас законспектировала количество штучек. А что ты Ну, переживаешь? чтобы потом тебе было, как это, чтобы ты могла сопоставить, когда ты вернешься. Да. Что здесь уже будет ровным счетом Мне ни почти для кого ничего. не жалко, я думаю, что нам на всех Обалдеть. хватит. Не-не, Катя, это для истории. Это может загадывать желание, это даже Ой, давай врежь. Как это? Все, хватит болтать. можно лизнуть под хвостом, Марат, и будет не зазорно, понял? Я уже- Джордж Куни, я уже- это... Артем с кастрюлей пришел, хватит уже плясать тут. Вадик и все израильтяне специально для тебя. Я вот чисто ни на что не намекаю. Ну, вот так вот посмотри. Смотри. И вот так вот посмотри. Все, посмотрел? И хватит. Билеты откуда дешевле? С Тель-Авива? Да. Да. Я хочу немножко и грудиночки сюда, вот это пошеньки. Мы не против, мама. Вот это ты врезал. Марат. Ну, не всю. Ну, Катя любит свежий. Это шикардос. Вот мой любимый шашлык вот из такого мяса. А мой любимый тот, Серьезно? который вот только А я думал, замариновал это- и стал кушать. Даже вкуснее, чем шея, мне нравится. О, смотри. Прибежали, Ты шо? выбежали, детки маленькие. Гости ресторана, елки-палки. Ой, я не могу, какие Светочки, а вы видели вот то кино? Где во Франции известная мадам, когда она такая в шляпе, вот как вы. И ходит, и у нее такой поводок на 3 поводка. И впереди собаки, короче. И сзади Артем идет. Мундштук покуривает. Я что хотел сказать? Ты так заигрался, что я вижу, что... А ножик подточить, давай быстренько. Точнее, извини, ты не заигрался, просто ты уже чуть-чуть не закончил, а я же хочу тоже. Можно мне врезать кусочек? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, готово. Она выискивает, где селедка. Маленькая я спрятал ненадолго, чтобы у вас... Она это вот, а это 2 мальчика. Пацана. Иди сюда, Катя, сними это лицо. 2 бандита. Тут глаза говорят о чем? Где моя селедка? И ты хочешь, А это- хочешь собаки не даются. это- Хочешь не даются собаки. А? Вкусно?
Вот. Вот. Катя, может, ты привезешь нашего, и мы сделаем праздник? Не думаю. Тут все равно вольер такой, что, Не думаю. не перепрыгнешь, никуда ж не денутся. Катюня, ты посмотри на это мясо. Ну, разговор разговором. А болтовня болтовней. Обалдеть. Смотри, Марат, после заточки даже не трогай рукой. А? Ты как-то судорожно дергаешься, мне Да кажется. я хотел сделать проводку, но не хочу. Как будто бы у тебя где-то заклинило. Не дай бог. О, Мрамор. Тёмочка, с вашего позволения, можем мы этот кусочек оставим маме, тем более у нее пост? Конечно. Договорились. Без мамы обязательно. Ёханый бабай. А я, Марат, люблю... Точнее, как я люблю? Вот так у нас в ресторане выглядит. Вот этот вот можно сюда. Вот этот вот сюда. Это самое вкусное. Ну, чтобы ты еще это все съел. Ты будешь иметь что слушать от нашей мамы. Она подписана на наш канал и смотрит. И спросит, а где вот тот кусочек, чтобы мой любимый зять мне откинул. А я вот нестандартный человек, вот люблю вот такое, понял? Ну, сухой. По Да. суше, да? Да. То ты и зажарить любишь так, чтобы Ты Катю мою видел? как подошва, чтобы было. Я ж так себе невесту и выбирал. Но мне Сегодня как-то жаришь тоже мясо ты. нравятся более сухие, а остальные наоборот. Пятый это сказал, конечно, потому что так само. Так же самое, да? Серьезно? Всё, не подпускаем их к мангалу. Молодец. Подошву сухую, как выдадут. Нам, Тёмочка, главное, чтобы шампур был со вкусом шашлыка, правильно? Сейчас еще один мангал достану, Сереж. Подошел вот так. Как это? Каждый себе пожарит сам, да? Лизнул активированный уголь, думаешь, хорошо, и изжоги нет. Все, я начинаю резать лук. Катя, едь за детьми. Бомбите, маэстро, бомбите. Спасибо. Катя, здесь только шашлыка, что вези всех детей, которых встретишь по дороге. Хорошо. Поняла? Всех. С матерями, с отцами. А я пока... А ты пока нальешь нам пиво и почистишь Сережу. Нет, а ты пойдешь со мной и заберешь тот пакет, который в машине. Вот что ты пока. Хорошо, хозяйка. О, Так, право-лево. А ну, Марат, поулыбайся, потому что Кати нет. Тёмочка, на тебе, родненький, смотри. Все, он уже снимает. Этими пальцами на очко не лезь, понял, чтобы не потерять. Все. Друзья, всем привет, у нас новый оператор. Вы этого хотели, а? За это надо выпить. Да. Хорошо. Отпускаю тебя. Что мы сделали? Мы Варим. Что? всего лишь Там чуть-чуть нафиг нам шашлык, нас на рыбалку отпустили, понял? Нам же- чуть-чуть подсолили лук Извините. и пожмякали его и добавили в мясо. В таком состоянии вот так вот мясо должно полежать хотя бы часик. Ёбывы, ты... Без ничего, только лук и мясо. Марат, ты не сказал свою коронную фразу, а лучше на ночь. Нет, на ночь это другой рецепт. Я понял. Ну, почти. Все, вот здесь у нас просто вода. А это просто цибуля, я вовремя его остановил. Я же хотел, чтобы между каждого кусочка был вот замечательный. Вот это прекрасно ты сделаешь. Смотри, я сюда его кину, но не ломай. Ты когда будешь его жмакать перестанешь? Уже перестал? Уже перестал, да. Потом будешь перемешивать? Все. Я беру сейчас этот вот лучок, вот так вот небольшими кольцами тебе раздену. Главное, Окей. чтобы ты его не поломал. А я вот помню, у меня Серега, друг мой, а у него мамка, извините, а у него мама, тетя Вера. И вот она так все время делала. А еще была шашлычница электронная, понял? Ты? Вертикальная, Да. электрическая, как Да, же? электрическая. И там тоже был вот этот вот лучок. Она еще помидорочку добавляла. Как я говорю, помидорка всегда подгорала. Но хуже не становилось от этого вкус шашлыка. Что? Бросай. Воду уже? Нет, вот сюда в воду Ну, бросай перца много, горошком. горошка? Да. Светлого или нашего? Любого. Абсолютно любой подойдет. Много это вот столько? Еще. Не стесняйся. Вот такую жменю? Он не успеет раскрыться. Оператор, да, будьте да. добры, не стесняйтесь ходить ногами. Вот такую жменю. Смотри. Опача. Все, 3-4 лавровых листочка. Давай, смотри, Света скажет, вы что, меня не уважаете, не взяли мой перец, а мы скажем, что взяли, короче. Ну, немножко вот так вот, столько не пригодилось. Что ты сказал сюда добавить? Сюда добавить лавровый листик. Добавляем. Так как мы его кипятить не будем, все. Еще один. О, Да.
Все это чуть-чуть можно добавить сюда пол-ложечки соли, так как мы посолили лук. И столько же примерно сахара. Сейчас мы Свету попросим, она нам принесет. Светочка, будьте так любезны. Да вы даром не бегайте, возьмите ложечку сахара с собой. Чайную ложечку сахара. Хорошо, кориандр ты хочешь, чтобы именно... Это вот- потом. Но этого же не было в старом рецепте. Это уже Это более появилось, молодой. это появилось в 80-х. Ага, спасибо вам огромное. И именно кориандр, ребят, не молотый, а вот такой бубочками прям сюда в мясо положим. Или покладем, положим. Всунем. Всунем, да. И тут смысл какой? Вот какая-то бубочка на одном кусочке зацепилась, и ты на мангале, она уже лопается от углей. Тихо. Это уже визуализация, когда И ты раскрывает вот этот весь аромат кориандра. Все, собственно, вот этот маринадик пальчиком помешать. Ну, у меня не влезет. Да, уксус ты добавил? Нет. А как же? Ты же не сказал, Самое сколько. главное. Ты же не сказал, сколько. Ну, на литр где-то 3-4 ложечки столовые можно бахнуть. Смотри, раз, два, три. Нормально? Отлично. Нормально. Сейчас помешаем и попробуем. Пусть постоит. Хорошо, масло постное когда и куда? На мясо? Это уже в самом конце сюда вместе с кориандром. Ох, вот это уже запахло именно. Вот только уксус Да? сразу все Тем подровнял. Да ты что, уже тем, я Стариковским уже шашлычком. отцовским, понял? Ага. Хорошо. Все, теперь мы скажем спасибо нашему новому оператору. Спасибо, брат. Артемчик, выключай, будем перекуривать. Не ржет, ты видишь, лишнего не ляпает. За рыбалку всегда согласен, короче. Все. Тёмочка. Тушу. Нет, а я звук на своем. Иди закрывай калитку, и когда приедет Катя, мы скажем, что что-то таки случилось. Все. Оператор вернулся, улыбайся. А Тёма, что, плохо без спасибо. меня, да? Нет, Катя, у это нас беда был такая. такой оператор. Беда такая, что просто что мы не знали, что делать. Непривычно. Ну, пиво знатно уменьшилось, я смотрю. Мы горе допили. Оно и видно. Так, что там? Израиль на проводе. На селедку уже? Пусть Лили звонят. Алло. Катя, вот чудеса Инстаграма. Елки-палки, ты что, здесь сняла, уже в Израиле хотят. За селедку, друзья, все будет. А я же сказал, что в Израиле. Что? А я прихожу на почту, слышишь, вот эту посылку, которая вернулась. А мне женщина говорит: не, ну ты посмотри, 5 килограмм риса. Ну подумаешь, я отправляла 15 килограмм в Израиль сала, колбаски и доехала. А у вас, говорит, рис вернулся. Катя, осечка так бывает, я тебя умоляю. Что? Ну налейте мне уже тоже бокальчик, раз уж такое дело. Ты хочешь помять мой лук? Я хочу уже залить рассольчик наш. Не торопи события. Ой, Марат, вы как всегда вот что-то изощряетесь. Что за Уже фигня? Катюша, смотрю, он не какой-то- защищает. Смотри, Марат, вот эти вот колечки выкладывай сюда. А я пока сейчас налью Теме, он заслужил. И Катюше. Так, что? Обычно что, соли насыпали, перца насыпали, все перемешали, Катенька, перетрусили. Вот будешь так сама делать. Понятно. А тебе уже не надо умничать? Это мы делали, когда тебя не было. Понятно. Все. Что тут понятно в это непонятно? Вот мне, Тёма, пожалуйста, из того холодильника. А ты можешь, это не из того, а из его холодильника. Ты можешь из своего холодильника достать для моей Кати что-нибудь вкусное? Я люблю Да. хорошо охлажденное. Наверное, Катина любимая. Вот это? Одно из. Одно из. Ты делай то, уже что могу? делаешь. Конечно. Ребята, вот Да, этот наш вот этот рецепт, бульон, который что мы делали, Да, прям заливай. вместе совсем с горошком, с этим совсем. Тут чуть больше литра. Свининка, как вы знаете, шикарно впитывает вот эти современные рецепты. Она водичку шикарно впитывает, ничего не останется, все впитается. Тёма, ты будешь как моя Катя холодная? Без разницы. Вижу. Наш человек. Тогда поставьте в холодильник еще бутылочку холодного, чтобы было. Нам с Тёмой. Какое пьешь? Да любое, только не темное. Серый, да? Вообще-то я очень любила темное. Но в дрофе меня Да. это темное пиво просто... Смотри, чтобы ты даром не ходил, кидай их все. Пока закинуть молоко. Катя, это не ледяные. Я ж в холодильнике. Вот только моя Катюша может вот так вот извращаться. Из холодильника в холодильник. Да? Что можно? Да? Смотри, чем тебе натурхайк? Одна дверь, вторая дверь. У нас тоже двухкамерный холодильник. Отлично. Правильно?
Хотя я тут, короче, уже начал что-то делать. Палатку Марат, ставлю? у тебя будет минутка времени, Да, говори. чтобы уделить ее мне? Да. Даже не Сейчас мне, руки а для, помою, да? а для тех людей, которые хотят. Боже. Давайте выпьем за тех людей, которые хотят. Марат, вам это Артем, это нравится? за тебя. Ой, это прям молодость вспоминаю, даже детство. Да ладно. Вот так вот в Сочи натыкать? Это вы тоже девочкам делали? Нет, это папа делал такой шашлык. Ну, я в конце 80-х тоже немножко по-другому. На, у тебя правая рука не такая грязная, держи. На полотенце. Ну, Катюша, за тебя. А, у тебя уже есть? Да. Тогда, Артем, за тебя. А что за меня? За хозяина. За нас, короче говоря, за дружбу. Да. Правда ведь? И за оператора. Как скажешь, Сереж. Я вам давно сказала, можете поэкспериментировать. Это может сейчас закончится, конечно. Шведы тоже с этого начинали, Кто но хочет его закусить, баню. у меня прекрасный аромат на пальцах. Пососать. Лизать. А вы еще не резали вот ту малосольную рыбку? Да? А где она? Да не резали еще, тебя Ты ждем. даже не наработала еще на нее, Катенька. Вот эту? Марат, а Катюша, я не вот на эту? работе, я для удовольствия. Понял. Открою вам секрет. Что ее резать, если она уже... Да я сейчас накапываю по всему дому. Не накапай. Ты почистишь меня? Или я сама? Вот. А ты сама. поснимаешь, да? Хорошо. Катя, ради такого кадра я готов, чтобы ты вообще не снимала. О, Катя! Как ты так в одной руке бокал, в другой руке телефон? Ну, это мастерство. У меня есть вспомогающие руки. Носом? Мне Ты всё-таки посмотри, серебро, Марат. А, Да чтоб у каждой твоей знакомой селедки всегда вот так вот там блестело, понял? Давай, И было сочное. Давай, быстренько, Сережа. Все ушли. Покажи. Покажи этот человек. Она думала, что все ушли, и говорит, давай мне быстренько, говорит, присунь, короче. Сережа, Солнышко, на, открывай, Сережа. открывай ротик, все для тебя. я сейчас тебе чай сделаю, Что это значит? Откуда здесь? чтобы ты пиво больше не пил. В этом доме чай. Боже. Боже, вот так вот сказал Марат, когда попробовал кофе, которым угостил Артем со Светой его. Делонги, оказывается, что это не только производитель кофемашин, еще и сорт кофе такой есть. Серьезно? Да, да, очень вкусный. Ну, уже нет. Не, сорян. Я завтра с утра приеду. Легко. Что, попробовать кофе? Ой, елки ты Хочешь, вместе поедем? Да, на кофе с утра, а чего бы и нет? Просто обычно он дома, а я везде Без езжу. меня. Хам. Насчет костра все равно попитали. Уже пожигай. Тихо. У меня. У тебя. Вот ты там подвываешь, а самое вкусное у меня хребет. Не знаю. Там весь цимис, весь кальций, весь фосфор. Вот то, что делает меня красивым и умным, вот все у меня. Поняла? А у тебя это называется филе, фуагра для Ты мне пенсионера. рассказывала, что ты всю жизнь, все такие детство... кадры прозевали, просто обалдеть, как ребенок там с собакой играется, ваш младший. Это просто сказка какая-то. А вы тут всякие селедку снимаете. Марат, я тебе Девочки. хочу сказать, смотри, что вся наша жизнь – это один большой кадр. Это большое кино, да. Большое кино. Ты везде не успеешь, ну, вот так вот людям приятно, все, что остальное. Да у всех такое дома, елки-палки, у всех дети Просто крепкого по здоровья. лестнице они У всех там мамы. вдвоем. Одна по лестнице, второй по лестнице. Тихо, 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 тут маэстро уже Девочки очень просят маленькую поджигать. собачку, Марат. начинает. Тёма, остановите ваш этот агрегат. Что, на березе сегодня пойдем? Береза, слушай, да, это шикарно для шашлыка. Да, лучше не придумаешь, наверное. Скажи мне, что печка построена правильно? Тяга есть, дым валит куда А ты надо. что, не помнишь? Зуб Мы же отстроенный. жарили. Ну, мы так редко бываем, что хотелось бы чаще. Поэтому я делаю вид, что у меня проблемы с памятью, чтобы они нас звали регулярно. Ой, бедный, хотя это обделенный. такие друзья, что и днем, и ночью бы не Да вы отпускали. тут так рядом находитесь, что можете хоть каждый вечер что-нибудь соображать. На троих.
Марат, судя... А кого вы Я лишили хочу удовольствия, сказать- мне интересно знать. Себя. Подожди. Ну, себя На кого? троих. Я ж Ну, далеко. вообще-то их двое, Я и хочу нас сказать- двое. Помолчи. Ладно. Их... Ты не понимаешь, Катенька, на троих это Сережа, А. Артем и, И вы. бутылка с пивом. Ой, ну вас, Это на троих. Марат. Я о высоком, а вы, как всегда. Ну-ну, ты что-то хотел сказать? А теперь я хочу сказать. Ага. Судя по частоте, количество мельканий Марата в кадре на наших видео, многие думают, что Марат живет у нас за забором. Да. А Тёма где-нибудь из другой там Ивано-Франковской, например, области. Наоборот, как это? Наоборот, Тёма живет за забором, а Марат живет не пойми где, ну там под Тель-Авивом. Ну, вот. Чудеса монтажа, ребята. Так что встречайтесь чаще с друзьями, там, не знаю, там, с соседями, с кем угодно. Дружите, и будет вам счастье. Так и да? Что ты киваешь, скажи, да или нет? Да. Балда. Рифма такая. Слышишь, а печка-то у тебя турбированная? Артем, а Ты посмотри, как она она работает. отапливает помещение это? Как? Сейчас почувствует. Сейчас почувствует. А вы часто со Светой зажигаете просто так, нет? Как? Мне просто так называют. Какой-то шашлычок, мясо, Слышишь, курочка. а вы часто со света зажигаете? Ну, просто так. Так, чтобы Но мы вот с Сережей. в новости не попасть. Катя, смотри, это помещение не просто отапливается. Если Тёма открывает двери, то еще вот те вот Я о соседи высоком. ему тоже благодарят. Вот у тебя говорят, такое хорошее настроение, холодный вечер, Не, ты зимой, пришел, конечно, Катюша, хорошо, да. Вот, Свет, я о камин, том, только пришел, сейчас сразу тепло, зажег, и на настроение хорошее да, сразу потом же. еще снег идет, Ой, вообще класс, да? Да, еще у людей прямо двери в гараж из дому. Так а что теперь делать? Так А вот ты смотри, взяла и порушила нам меня все это вообще- У нас раньше тоже было. Марат, перед нами жили люди, имели уважение к автомобилю, понимаешь? в курсе. Вот то место, где сейчас называется аквариум, ну, где печатаю видео, был гараж. Я в курсе. Катя пришла и сказала, нахер, теперь машина будет жить на улице. Я первое время это долго болел, а теперь понимаю, ну лучше пусть она, чем я на улице. Что? Везде есть свои плюсы и свои минусы. Знаешь, это как по жизни так всегда. И если бы это была Mazda, она бы жила с нами в машине. Но Lexus не ржавеет, все. Когда нам это сказали на официальном Lexus, вот это в дилерском центре, после этого я тоже думаю, что ей не жить на улице. Ой, Сережа, да стоит себе там и стоит. Я Катя тебя недавно умоляю. мне призналась, что она опять хочет Мазду. Мазду, После нового Лексуса. Мазду Сергеевну? Она говорит, когда я выйду на пенсию, я хочу Мазду. Дочка нужна. Да какая пенсия? Ты что? Дочка тебе еще одна нужна? Я думала, уже сыночка ты захочешь. Так у меня их трое. А дочек? Две- Где? неровное количество, двое. 3 сыночка и 3 лапочки дочки. Вот. Там еще даже мультик такой есть, известный. Слышишь, как он? Артем, это что за крематорий? Кто тебе его строил? А? Охереть, обалдеть, Марат. Ты понял? И так быстро, да? Какая тяга сумасшедшая. И зуб правильно исполнен. Да, не, это же на самом деле не каждый может. Чуть-чуть ты что-нибудь делаешь неправильно, и все вот это вот. А у вся- вас прям с первого раза, Вся да? копоть Как пойдет построили, сюда. и так и... Да, ничего не переделывай, Катюш. Помнишь, как Вика рассказывала, сколько раз они переделывали, чтобы оно... Ну, если мастер, именно на самом деле мастер, снимаю шляпу, тогда с первого раза. Я бы, наверное, хотела такую бы штуку. Это не штука, это печь. Ну, красиво. Но тебе не надо, у тебя есть я. Я жарю так, что ты так же трещишь. И подкидывает в стол. У нас есть гриль. Хвали меня, мой У нас рот, есть- хвали. У вас Ой. газовый гриль шикарный тоже. И печь скоро газовая будет. Скоро печка будет. Да? Кайфанешь. Осталось только мужчину газового завести. Чтобы работал независимо от отключений света. Пауэрбанк. Ты меня называла Пауэрбанк. Только этого мало. Да, все равно заряжать надо. Ладно, ребята, давайте. Ладно, дай кусочек рыбы. А давайте-ка выпьем за неиссякаемую энергию Марата. Марат, твое здоровье. Спасибо. Джордж Куни. Катенька за тебя, родная. За газового мужчину. Куни. Джордж Куни. Не, люди пишут до сих пор, что ты рядом не стоял. Нет, что он рядом не стоял. Ни Брэд, ни Джордж, все.
Вот ты раньше был интересный, а вот с такой бородой тебе сейчас любая, как жену. Анджелина Джоли. Да, любая Анджелина. Бородлею. Не надо, я уже не хочу, пожалуйста. Люди начали туда привыкать. Так, мадам кайфует. Катя, ты не понимаешь. Вот эти щетки есть для котов чистить? Вот я этой щеткой себе чищу по утрам эту бороду, Катька, блин, тебе нужен срочно потому экспедитор. что коты, у меня же доступ к телу, к кровати. Я утром просыпаюсь, у меня тут все. Все три. Я представляю, Мурат. Блин, какая вкусная Сережа. Аромат березы. Я просто На голову не налазить. еду мозгами. Это, вот я ее отношу к тому разряду, как и карась, понял? Это те вещи, которыми ты, как бы ты ни хотел, хоть ходи кодируйся, ты к ним не привыкнешь, все. Это всегда интересно, вкусно и незабываемо. Вот ради этого хочется жить в Вилково. Ребята, я скоро приеду. Спасибо, Лили, не обязательно, Я солнышко. брошу липование и приеду к вам. Давайте, давайте. Бросить липование перед липованом, да? Вот. Это умно Вот сказал. тот, кто помазал себе губы селедкой, попал в капкан. Ты уже в капкане. Это фантастика просто. Хорошо. А чтоб тебе там, получается, жить первое время негде будет? Как это негде? Будет. Меня уже и мама приглашала, Да я знаю. и папа, Я знаю. и Лиля, и... Будешь жить на берегу, я тебе дам с собой палатку. Ага. Но, А ну-ка, но покажи. палатка там нужна будет не всегда. Нужен будет только коврик. Мне главное, чтобы комары не кусали. Все будет нормально. Смотри, Миланька, ёшкин кот, что это за волосатые носки? Боже, какая красивая. Я же говорил, что нас ждут новинки от Натурхайка. Миланя. Я думаю, что вау. Ты видишь? Света, откуда такое чудо пушистое? Подожди, тоже в руке есть. Миланя, а скажи Света. Скажи Света. Это на детском Мы только что цвете. ехали и научились. Скажи Света. Как? Как? Света? Короче, смотри. Я не обещаю, что я это дам тебе, вместе поедем. Будем. А он тоже греет? Этот? Да. Катя, это такое чудо. Вот все, что у меня в руках, сделано из материала Оксфорд. Это то, что не горит, не гниет, короче, вообще ничего. Ты посмотри на этого чудика. А ты знаешь, что это не просто чехол, Катя? А что, это кулечек для мусора? Катюша, это губы. Какие губы? Это вот те губы, которые будут дуть вот в этот матрас, который будет лежать у тебя в палатке. матрас. Поняла? Ты посмотри на этот размер. Мы можем здесь собрать пол Одесской области. По-моему, он собрался ночевать, Свет. Готовит лежбище. У нас диваны разбрасываются, если что. Светочка. Так. А ну, Маратик, смотри, я первый раз держу этот Я дуть не буду. инструмент в руках. Он же сказал, что у него есть губы, Марат. Я думаю, что Так вот, это насос. нам с тобой, смотри, на магните уже было придумано. Вот так вот раз. Опа, опа, опа. Вот это вот и есть губы, видишь? Кулек с воздухом. Вот, да. Теперь мама в папу. Иди сюда. Смотри. Вообще их надуть не надо. Ты бачишь? А, то есть это без насоса работает. Да. Бачишь? Слушайте, придумали? Называется. Ага. Придумали так? Катя, До конца разворачивать. вот это вот все и было придумано для туристов. Ты вот такой вот, Самое компактное и самое... ну ты целый день ходишь по горам. Понял? Целый день дуешься. Нет, я говорю, ты целый день ходишь по горам, у тебя целая куча эмоций, впечатлений, понял? Под конец вечера у тебя губы болят, а тебе надо спать. Я сейчас накачаю. До утра будешь качать. Я тебя умоляю. Губы отдыхают, а руки забыли. Пока оператор готовит ужин, я готовлю байдарку. Не, а ты что? А я, Ты тут дуешь, а
оно там выходит где-то. Там еще пробка какая-то есть, я думаю. Как Уляночка, это? иди помоги А папе. что ж вы не закрыли? Уляночка, иди помоги папе, надо дуть ему в пакет. Я думаю, что от Натурхайк вы большие молодцы. Вот ты целый день гуляешь по горам, устал такой, елки-палки. Приходишь, единственное приятно, что тебе... Осталось отдохнуть. Да, что тебе шеф не звонит вечером, у тебя свободные руки, отвечать на телефон не надо. Оператор, короче, готовит ужин. Это Серега, я то, знаю, в чем это то, проблема. где мы будем жить. И вечером, когда вы поужинали. Оттуда переключи сюда. Там выхлоп, а тут что? А, думаешь, поэтому полчаса ничего не получается? Какое предположение? Я же сказал, что я... Они Там одинаковые. надувается, вторая там. Скорее всего, что пол на половинку. А, да? Сейчас разберемся. Я дурак. Нет, я в том плане, что ты такой вечером Если мы не используем. садишься. Тільки руками. О, звук другой пошел. Да он идет и сюда тоже, Сереж. Да, он везде. Он везде идет, просто надо чуть-чуть потратить время. Смотри, уже одеяло получилось. Да, да. Ребята, все нормально, вы меня только отвлекаете, все мы качаем. Я сказал, что я первый раз в руках держу эту аппаратуру. Давай, кстати. Я понимаю, как это работает, просто... Просто если каждый из присутствующих это сделает, пойдет быстрее, Сережа. Нет, я наоборот хочу, чтобы ты это снимала, и вечером, когда ты скажешь, милый, сделай мне в палатке массаж, а я скажу, у меня руки болят. И у меня есть официальное этому подтверждение. Не, пусть тогда Натурхайк дает быстро насос. Но я боюсь, потому что из-за селедки неправильно будет. Ой, не бойтесь, Марат. Ты будете вместе. что? Но вкусно. А ну, Мими, попробуй. Давай, осталось немножко. Мимик. О, огонь. Ё-моё, как ты тихо, как ты. И что? Тебе нравится, Мими? И вот ты что зимой, что в непогоду, что в сугробы, я не знаю, даже в аномальную жару в палатке будет полный кайф. Для природы это когда идет в пустую сторону, сегодня неси очень срочно. Так, ты видел, какой он компактный? Да. И вот А такая же мягенький, палатка. слушайте. Я думаю, что мы палатку сегодня не успеем. Я ее дома расстелю. Ну, просто мне было интересно, понял? Они так за нее говорили, что там Оксфорд, бла-бла-бла. Да, я почитал красиво. Но в том году, когда я ее весной распечатал и поздней осенью собрал, я ее постирал в машинке, она как канолевая. Вообще ничего. Дождь не промокает, сырость не берет. Это самое главное. Также... Да, это... О, все. Место ничего не занимает. И для двоих Тихо. для двоих человек вообще то, что надо. Для четверых, Артем? Самое главное, щоб я навіть быстро спускаю. Помниш, як ми матрас спускали? Полдня. Быстро... А це, Не-не, быстро смотри. Только открыл, да. Вот, открыл. оце саме головне, тому що то надувне, все, що надувне, його щоб спустити. Да, вот мы большой матрас пускали, там на носу такие вот Да, тут раз, два і все. Туди їдемо, Зубы ты малая, все для тебя. Да, под него карематик бросил и все. Так это и есть каремат, Серега. Все, слышишь? Это батут. А ну, иди попрыгай. Давай ручки. Прыгай. Ложись. Просто, слушай, он еще и ортопедический, ты понял? Ты уверен? Ну, я не достаю Ну, это Катя расскажет утром. ни жопой, ни спиной. Обалдеть. Миланька, а ну встань. А ну встань, солнышко. Вставай. Что так, тут- что так. Разная поверхность. Шедевр. Собачек позовите. Лёпа, Клёпа, Ася, все сюда. А они, видишь, обходят? Ну, новинка. Ася кричит. Марат, давай что-то жарить. Тебя, что ли? Катю. Ой. Катя. Давайте выпьем за это тонкий юмор. Давайте. Давай. Сия дайте человеку, Сия. Сыр, Артем,
В доме нету сыра, что такое? Ты что? Сия. Старые казаки. Ваня? Ну зачем ты собираешь? Дай ей поиграть еще. Кать. А. О, А пусть ребенок сыр поест. человек занят. Смотри, иди сюда, я тебе покажу, иди сюда. Отсюда надуваешь? А отсюда? Ух, ничего Сдуваешь. себе. Ну закрой. Поэтому ты сначала не впил. Мими, уже нельзя прыгать, Миланя. Все, папа уже сдул. Смотри, ты вон кушай сыр, Тёма, отвлекай ее. А я быстренько соберу вот это вот чудо. Миланя, кушай сыр. Налить тебе компотик? Да? Спасибо, Артем. Блин, на самом деле, вот во всей этой, во всех этих делах я почему не люблю детям на море надувать матрасы. Ты не столько дуешь, сколько его потом сдуваешь его. А это, Марат, 2 секунды 5 минут. Все. Отлично. Очень компактно. Вот это самое главное. Мими, аккуратно. Аккуратно, солнце. Так. Мы молодец. готовы. Кстати, что там готов уже Уголь почти. уголь? Как раз супер. У нас мясо как раз подмариновало. Сыра, говорит, давай еще. Дядя. Так, палатку я здесь накрывать не буду, правильно? Слава богу. Следующее видео готовим у нас в палатке. Сидим. Что мы-то будем жарить? Да что угодно, правильно? Блин, Катя, я сейчас на тебя посмотрел и вспомнил. А, у нас склад готов. И вспомнил, Так а вы что должны были тебе это уже... для счастья не хватает. Марат, ты видел? Я видел. но Это, А чего вы? Вы же должны это были самый уже маленький. замочить. Это самый маленький. Кстати, прямо сейчас его чисть. Сейчас мы его под салатик сюда, под шашлычок. Бах. Я как на правах гостя Подари. подарю владельцу. Почисти. Дякую. Если что-то не так, можешь воспользоваться. Вот, Тёмочка. Смотри, вот это вот тарелочки алюминиевые. Ты понял? Не гофрированные. Как, не, они гофрированные, но они не волнистые. Но если сделать вот так вот, То получится, да. Занести. да. И не пачкаем сверху посуду. И надо правильно? еще вот так вот их развернуть. Ну, не, они были раньше другие, никто еще до этого, как это, точнее, никто сейчас так не делает, как было раньше. Ну, вот что-то примерно, слушай, все, бросаю карасей, в эти пойду. В тарелочники. Фольгисты, да, фольгисты. Нет. Ты умеешь жарить шашлык? Умеешь. Я научусь делать тарелки. И мы с тобой на барахолке каждые выходные. Марат, мы сделаем фурор. Инфаркт миокарда в денежном эквиваленте. Смотри, 100%. в субботу, воскресенье торгуем. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в Лас-Вегасе. Нам надо будет что-то делать с этими деньгами. А на чем ты туда поедешь? А, я это еще не подумал. У Артема есть маршрутка. Тёма, на 52-й, да? 5 дней в неделю. Лас-Вегас. Точно. Одесса, Лас-Вегас. Это уже звучит. Ага. Все. Вон. Миланя, ты не знаешь, но это именно хозяйка В ТикТоке, знаешь, бабы... вкуснейшего сыра. выбрасывают цветы. Оп. Она всегда, когда на встрече мечте, ты именно бежишь, Растет с земли. ломая ноги. Любой. Ты можешь взять, отщипнуть от елки и съесть. И ничего Тихо, не- философ всё, исполняет. что растет с земли, съедобное. Молодец. Опять же, все, что растет с земли, можно курить. Диссертацию тебе надо будет написать. Марат, смотри, мы не нашли краснодарский, мы нашли наш украинский и нашли шашлычный, если смешать. Абсолютно ничего не будет. Все, понял. Так, помидоры. Ты жонглировать умеешь? Или только пальцы Это ты посасывать? вот так делаешь.
Нет, ну я делаю Вот. один, а когда вот 4, 5, 6, Нет, нет, не я умеешь? только 8 могу. Хорошо. Светочка, вы будете есть салат или будете просто их мыть? Я уже салат сделала. А что ты? А, я понял. Просто дай... Вот так, Отдай вот так помидоры. красиво я еще с помидорами не уходил. Да шучу, я шучу. Не, по-моему, так поедим, правильно? Конечно. Все. А можем в этот, скажи мне, в лаваш сулугуни завернуть, потому что и сулугуни мы с собой взяли. Боже. Да. Сыр, да, сыр у нас напряжен. Сорян. Я пришел со своим сыром. Миллион. Давай шампурь. Уже? Ну так я, судя по углям, уже готово. Боже, а есть мы сегодня будем, скажите мне? Слушай, так жарко, так растопил Артем здесь этими березами, что офигеть. Не надо тогда вот еще последний штрих маринада. Какой? А я просила пиво мне налить, и шо? Налей. Катя, вот оно. На, твое ледяное, чтобы у тебя зубы не треснули. Свечка, меняемся. Ты что? А зачем ты это надела? Так это нам надо быть... Слушай, я рано собрал этот матрас. На полу бы, как узбеки, накрыли. Правильно? Эх. Слил? Красавчик, тебе смотри, я обратно. Не торопись. Я же хочу, чтобы он, ну, чтобы он тебе был максимально, как это, уже суховат. Без влажности, видишь? Ты же хочешь сейчас добавить сюда масло и кориандр? Да. Все, вот будет, как ты любишь. Слушай, это как вот это вот, из вашей этой еврейской баллады, понял? Да, именно. Моня, а что вы делаете? Я яйца варю. Так, а что же вы... Шашлык из свинины, так что это точно еврейская А что же вы баллада. с них имеете? Не-не-не, ну когда навар, понял? Ага. Когда яйца выкупает, яйца продает, а имеет навар. Это Вот как в про нашем... анализы, знаешь, я сейчас давал много анализа Ну-ну. и вспоминал все время этот еврейский анекдот, что Ицик идет и мимо Хаима, и тот говорит: Ицик, ты куда так спешишь с утра, в 6 утра? Я иду сдавать анализы. А, ну хорошо. Ну, через час идет обратно и катит бочку. Он говорит: Ицик, что это? Говорит: в моих анализах нашли сахар. Что я им отдам его? Вот, короче, это вот твой сахар, понял? Это нам уже не надо? Это нам уже не надо. Все, я это вот аккуратненько уберу. Так, бабах, трах-бах. О, Ну каким зимом? Катюня. Представляешь? да не надо. Что, говори. Так, это мой Все, что лук. происходило до сих пор, это 60-е, 70-е Года. года. Ну, А теперь мы добавляем Нет, Катя. 80-е. Возьми, это 2 года, как я родился. Я поливаю? Да, где-то ложки 4. Сережа, Все. И, ребят, не молотый кориандр. Давайте а я именно это вот такой уберу. вот бубочка. О, Почему? Потому что когда какая-то бубочка прилипнет на кусочек, на кусочек мяса я скажу своими словами, нам не лопнет. нужен его вкус, нам нужен его оттенок. и лопнет прям при жарке, Миланя, включи светник. опустится на уголь, и вот этот аромат кориандра превратит этот шашлык в божественный. Короче, не моя, не твоя информация. Не надо. Миланя просто Миланя вырубила свет. Да. Всех победила. Ага. На улице Интимно, да? Пикадилли с Маратом гуляли мы на этой Ребятки, улице. я мешаю. вкусный шашлык. Я Мешаем, единственная. Повстречали он запел. они нам. Ага, это все благодаря вот этому? Да. Тельняшки? Или твоим теплым рукам? Нет, Марат, то, что у тебя там наклеено. Это Я я, думаю- правильным женщинам вожу. Серега, ну такого услышать от нее я не ожидал. за это надо выпить. понял? Я дум- мешаю. Я думал, что это костер на меня, понял, на спину благоприятно влияет. Нет, Марат, у меня же там, посмотри. Оберахоудью ту-ту-ту-ту-ду-ду. Хоу! Катя, тебе это видно? Да. Прям спортсмен. Корсет называется. Ну ничего, поношу 2-3 дня. Танечка, спасибо огромное. Хочу сказать одно, не хуже. Нет, ты должен... И это самое главное. Лучше, ты же говоришь. Слухали, якось мучилися коло тебе.
Включила микрофон? Сейчас будет главная моя речь. Я хотела тебя спросить, могу ли я Смотри. рассказать, насколько тебе Вот- стало хорошо? Вот напрягать надо было связки, когда у тебя не было микрофона, когда он там лежал. А я не напрягаю. А сейчас ты можешь жить полушепотом, потому что Володя Галкин за это постарался. Извинись перед мамой Таней, потому что на эти микрофоны... Простите, мама Таня. Кто не ел селедку? Спасибо, Володя Галкин. Все ели. Ты Не буду уже рассказывать. успокоишься его мариновать или нет? Мне кажется, что мало соли. Но так как мы ели дунаечку нашу любимую, мне кажется, что я некомпетентен. Марат, Сейчас в твоем я это возрасте- попробую, Светочка, стоп. А ну-ка потыкайте сюда пальцем. Шедевр, правильно? Не Нет. надо больше. Не надо. Ну, да. Не надо. Не надо. А Всё. может надо? Чуть-чуть я бы добавила, но не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Да, не надо, да. Сейчас все погано, не надо. Во, да. Потом я еще добавлю. Маратик, в своем возрасте это называется возраст. Ты с Это возрастом... возрастное, да? Да, ты Мне уже... все врачи, к которым я ходил последние 3 недели, все говорят, это возрастное. Все. Я и не знал, что все, бросаю красивее, в доктора пойду. Не надо. Всегда в столе есть и солонка, и вкусный бокал пива, и селедка, и малосольный огурчик. Ты можешь добавить яркость. Прям конкретно. Марат, я никогда себе такого не позволяю. Вдрысь. Дрысь. Особенно, когда со мной дети. Вдруг, как в сказке, вскрипнула. Дрысь. Сережа, Дрысь, дай мне вытереть нам руки надо и еще начинаем. сыр натереть. Люблю тебя, манишь мене, дурманишь. Тёмочка, ты поешь свои сети перед сном? Я иду за шампурами. А, и так тоже можно было, Он оказывается. ходит за шампурами А я думал, перед все время сном. надо было в любви объясняться. Мне Ты меня тут- любишь? Я иду за шампурами. Люблю 6 тебя. раз ему просто салфетку дать. Сердце моє, ти раниш, Он так люблю тебя любит. тебе. И ты... Что надо делать? Мне одну руку, чтобы я шампур не пачкал, надо вытереть. О, спасибо. Сереж, а ты должен сыр натереть. А там уже натираю. Хотя, тут помимо меня есть целая куча женщин. Вот это тебе сегодня повезло. Это ты сказал. Хоть раз в жизни. Что? Помимо меня еще целая куча женщин. Ты слышал, что ты сказал? Потом посмотришь, когда будешь монтировать. Он имел в Я виду именно- тех женщин, которые умеют готовить, Марат. Да, я здесь ни при чем. Я просто хочу нанизывать. Помимо меня фраза прозвучала, есть еще целая куча женщин. Милые дамы, как это? Возьми вот эту редьку. Сережа, Марат, седой уголь. Давай уже нашампуривать. Давай. Хватит Давай. баловаться, Поэтому уже надо... и- Все, я тоже буду. Ой-ой-ой, блин. Ну, все, Марат. Короче, это вот то, как я его Дай помню померить. с самого детства. Да не надо мерить, просто загоняй. Обалдеть. Вот такой белесенький. Да, это уксус. Мой лучок не трогай, хотя он должен был тоже быть там маринованный немножко, Ты с понял? лучком, я без делаешь. Договорились. куриный не забудьте. Куриный отдельно, Катя. Это для Елисеюшки мы сделаем. Но вы сразу забирайте, они же мне нужны, и огурцы забирайте. А я вам нужна? Мне Тетюня, если ты мне или нальешь нам? рюмку виски, Ага, то ты нужна. договорились. Если ты поедешь с нами в Вилково и будешь снимать, как мы будем бешено рыбалить, Да. то ты нам нужна. Вы можете поехать сами и снимать Как друг это друга. называется, Тёмочка, скажи мне, Катя, А. я сейчас так скажу, что тебе даже не будет обидно. Вот ты и твой Лексус, все. Я потом подмету. Ты и твой Lexus. Нам уже не надо. У него есть маршрутка. Ребята, у тебя маршрутка на сколько мест? Всем хватит. А поконкретнее? 21. 21. Точно. Ну вот мы с тобой. Водитель не считается? Ребята, отзовитесь, пожалуйста. Вот вам инстаграм Марата, пишите. Еще 19 человек. Да, надо было Артема Инстаграм дать. А ему некогда, он постоянно за рулем. Ты шо? Мими, осторожно. На. Блин. Достаю из... Из широких штанин. Ты шо? И мы 21 человек залетаем такие на всех парах. Тык-дык, 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 тык-дык. Вот только не стряхивай, если там что-то прилипло, перчик, кориандр, Марат. не стряхивай, оно просто... Смотри,
Я не Это стряхиваю. твоя дочка? Младшая. И его тоже. А куриный не одели? Ты мать голодного Ну, ребенка. мать. Да я все сделаю. Тёма, скажи мне, вот эта подсветка, Да. и она не плавится? Нет. Это с USB-зарядкой, со всеми делами? А ну, вруби. А как вы ее приделали? Катя, магнит. Магните. Серьезно? Обалдеть. Тихо. Вот так вот. Все. Скажешь, так скажешь. И что? Мы начинаем, да? Пусть Марат там делает что угодно, а он вернется, а уже шашлык по рецепту его папы уже готов. Слышишь? Я на этих кабанчиках давно не жарил. Давай вот так вот их поставим лицом. Харьков, спасибо огромное, что вот такое чудо О, как раз для куриного исполняете. Что? Да я, Катюш, вот кто-кто, а я про ребенка своего не забуду. Не переживай. Да, я сейчас здесь порядок наведу. Ох, сейчас и запахнет, Марат. Сейчас. А, уже поставили? Да ты что мы вас ждать будем, Буду думаешь? ждать, пока вы там наговоритесь. Рюмочки ваши готовы, мальчики. Где вот Елисейкин шашлычок, Вот такое Вот у меня. белесое мясо хоппи-лагер из-за уксуса. Но, мой. тем не менее, сейчас будем ностальгировать. Ну вот есть целая куча сухих разных маринадов шашлыка, какие хочешь. Мы с тобой уже много их показывали, но есть вот эта вот классика, которая вот, ну, привита из детства, правильно? А этот вкус. И ты, тебя, когда закрытыми глазами так вот дадут под носом понюхать, и ты выбежишь, да, именно этот. Это Катюня, продуманная мать, ехала через... Ну как ехала через? Ехала за тобой и в своем ресторане взяла уже Елисейки готовый маринованный куриный шашлычок. Что? Еврейский. Да, без ничего лишнего. Вообще, без ничего лишнего. Дорогой и очень вкусный. Хотя она старается в своем ресторане держать максимально, как это называется, адекватные цены, независимо от ситуации. Кать, Что, я слушаю? Ты красиво говоришь, что я слушаю. Ты такое впечатление, что мне комплимент говоришь. это ты мне только что комплимент сказала, что я красиво говорю. Ну, ты бывает. что? И такое Дожился. с тобой. Мими, как дела? Что? Том-ям. Дайте мне том-ям. Кстати, давно не готовили. Так, это вот есть, это вот есть. Тёмочка, а ты в самом начале приносил, у тебя есть такая эмалированная маленькая мисочка, чтобы мы два эти сейчас шашлыка смешали, соуса. Марат, вы что, чипсы исполняете? Пытаюсь тоненько, да. Я хочу тебе сказать, давай покрупнее. Ну это же хочется, ну я понимаю, что это вкусно. Это очень вкусно. Вот тогда в 70-е, конечно, дайкона не было у нас. Ой, беда. Ой, да. Нашли чему пожаловаться, да? Как ты вырос? А, Как-то вырос. ты будешь мясо кушать? Да, ты бах. Ой, иди на диван бегом. О, ты ребенок, да? Тихо. А знаешь, почему она такая счастливая? Я думаю, поместится совершенно. А мы... Да. А мы не сказали, что интернет есть, понял? Боже, как ты высоко залезла. А ну-ка, Катюша, Вон иди Артему дай сюда. ручку. Катюня, иди сюда, нужны твои губы профессиональные. Попробуй, мазни. Это если что, Марат, твой выход шашлычный. Как раньше, да? А вот А, я думала, что Наш? это уже... украинский. Вот это, вот что-то вот оно, другой палец засунь. Мизинец. Красавчик. И я. Катя, и ты мизинец.
Еще вкуснее? А? Прямо как торчин? Так я вот даже сильно мешать не буду, А потому зелень? что это такая свадьба. Вот это чисто надо аккуратненько перемешать. Прям. Вот так вот макать шашлык, чтобы оно нет-нет, да вот по пути к рту ляпнуло. Ты так оп, ноги убрал, думаешь, слава богу. И вот в такой позе, что? Подумал, что ты самый счастливый. Я хочу сказать тебе большое А- спасибо за то, что ты придумал сегодня вот это вот блюдо приготовить. Придумал я его вспомнил. Это Да, мы потому что это для меня такие приятные воспоминания. прямо нырнуть и не, Прям- и не Прям вынырнуть. нырнул в юность и в детство. Спасибо огромное. Марат, все для тебя. От всей души и с хорошим настроением. Для вас Тихо, такие. тихо, мы еще не закончили. Для вас такие. Мы продолжаем жарить шашлыки. Почему другое? Холодненькое? А потому что холодненькое. Дрофа, спасибо огромное, что вы опять начали варить Октоберфест. А ну, Это покажи. не оно, это не оно. Ага. Но я точно знаю, что оно есть. Ну, то, чтобы бухгалтер прямо сильно главный человек. Марат, вот прямо все уничтожай. У нас сегодня людей столько. Иди сюда, Алексей. Витамины. А вы сюда лук покрошили? Как-то крупно? Маратик, на вас не похоже? Что? Как-то крупно? Крупно? Ну что это? Ну это Брак? остатки. Да. Не забывай, что я уже выпил. Сереж, Глянь, посмотри. стоят трое. Клиенты. Я уверен, что вы дайкон бы кушали. Критики. Но мама ваша и меня, и вас убьет, если я вам его дам. Почему? Марат, он полезный. Сколько можно уже жарить? Пора бы уже... Вы не кушаете шашлык? Не, я говорю, если это не в курсе, что. И что? Все? Она говорит, А, значит, второй заход будет. Правильно. Всегда будет горячее. Так, опача. Немножко. Пивком. Ой. Огонь. Красиво? Ты уже как директор себя ведешь, елки-палки. А ну, еще раз, Мими. Мими. Милань. Что ты папе рассказывала? Все, я тут тримаю, да? Оп, все, закрыла. А ну иди проверь, там дети себя слушаются, нет? Она механизм изучает. Клёпа-лёпа, все дела. Катя, ты или пей пиво, или я его буду потихонечку использовать А ты лучше свой бокал по используй. назначению. Откуда я знаю, где? Мой это то, что в руке. Слушай, у тебя холодное, прямо ледяное. Да, я так люблю. А тебе нельзя. Это сахар, да, Свет? Это, да. Вот то сода, вот это соль. Ты уже солил? Мы Ты соус солил? забыли дать. Ну ладно. Туда? Шашлык. А потому что не надо. Но это было частью твоего когда-то быстрого пробовал? рецепта. Да. Я еще пробовал с газированной водой. Ты солил здесь, нет? Нет. Я солю. Газированная вода это современная. А вот сода с уксусом это вообще Греть взрыв по-другому? мозга. У меня бабушка всегда гасила вот так вот соду с уксусом. И такие получались. Это оладьи. для теста, да, Да. идеально. Блин, ну как же все-таки пахнет. Если закрыть глаза, то 100% где-то сидит рядышком дедушка, газон еще не заглушили. Потому что его было дешевле в те времена не глушить, понял? Да, да, Чем да, стоять да. кривым стартером. Дрын-дык-дык-дык-дык-дык-дык, дрын-дык-дык-дык-дык. А что, дедушка готовил такой шашлык, да? Нет. Дедушка не готовил такой шашлык. Это ездили в Измаил, а по пути где-то была шашлычная такая И там кушали, придорожная. Вот там вот был этот шашлык. Да. Это называется, Катюша, ассоциация. Мими, ты оторвала? Милания, если что, это вот у меня. Ты поняла? Съедобное, да. Это Хочешь не рушник. кусочек? Да пусть кушает. А? Так, а ну-ка смотри. А? Все, Марат. Это вот крайние соки. Вываливаем. Да ты шо, Ароматы Катя? какие пошли. Да блин, пипец.
Это шашлык со вкусом детства и с нововведениями дрофы. А он всегда должен быть такой, понял? Раньше выносили, нет-нет, да где-то подгорелый кусочек. Лук. У вас же Катя. мясо не подгорело, у вас лук подгорел. Так всегда, Я горит знаю. лучок. Тихо, тихо, Не тихо. рассказывай мне. Слушай, я хотел, ты посмотри. Катенька, это потому, что я говорил, Ты посмотри, что не что у надо- Света за тарелка. Ага. Наедь сюда на эту глубину этого бриллианта. Как это ты говоришь, канолевая? Тарелка? Финдиперствую. Да. Ой, Марат, молчите лучше. Инди-перцевая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И Елисейкин сверху. Ты будешь чем-то посыпать и прямо в рот? Ну, Быстро у меня потеет. могу чуть-чуть присыпать. А что, вы не мариновали лук? Как же, Он мариновали все сделал. вместе с редькой, Катенька. Короче, друзья, следующий совершенно заявление для вас сегодня присыпал замечательный, великолепный, ни на что не похожий шашлык. Марат непонятно чем. Всем пока-пока. Чао. А я? Всем привет. Да шучу я, елки-палки, сейчас попробую. Марат, давай быстрее, у меня уже. А, так и будем пробовать? Катя, я ты что, уже думала, дикая, всё. пипец. Все, а ну-ка давай сдриснул. Любчик. От всей души. Тихо, тихо, у тебя там йода, мастер йода. Все. Смотри, можешь руки повытирать об лаваш, это будет еще вкуснее. Чего здесь не хватает? Вот то, что уже видели все на весь мир, и то, что я врежу еще аккуратненько. А ну, и что там? Катюня, А, сейчас. Ты... У тебя как наша Танюша блондинка записана в телефоне? так и записано. Танюша Бладинка. А, она знаешь, как у меня записано? Танюша и Васи. Вот. Представляете? Наша Таня. Вот, смотри сюда. Я специально попросил Лилю, говорю, Лиля, замаринуй мне так одну, чтобы как будто бы была и Васи. Танечка, спасибо тебе огромное за то, что ты у нас есть. Обалдеть, Катя! Еще раз, липование от всей души и с хорошим настроением. Спасибо за то, что вы есть и дарите людям вот такое вот замечательное. Боже мой, я Хотя не могу. я На это смотреть. вырос в этом всем, но не могу к этому привыкнуть. Спасибо, что вы дарите вот эти вот замечательные Лилечка, воспоминания. спасибо вам большое. Это- Артем, спасибо, это так вкусно. Это даже у больного человека взбудоражит такой шикарный, здоровый, ни на что не похожий аппетит. А если сюда еще, Тамара, сопи спокойно. А если сюда еще маринованного Не дает сказать. лучка вот так вот взять, смотри. А? Ты бачишь? А если сюда подвинуть картошку? А если не полениться сходить и достать в коморе, вот в той эмалированной кастрюле четырехведерной, за которую я вспоминал, квашеной капусты. Все. А сделать жареное масло, и туда давно чесночок. Ты забыл про бокальчик дрофы Если- сказать. Зачем? А просто, мне Ну, кажется, тут тебе лишнее, уже тут для необходимо богатых, это. Кать. Кстати, для богатых. Вот вы сейчас поедете в Одессу, лежать на пляже. Максимум, что делать, так это подворачивать плавки, потому что оно и прилипло, и уже надо, чтобы дальше загорело. И ты такой сидишь и думаешь, вот что тебе для счастья надо? Достать телефон, и оно тебе слепит, это вот одесское черноморское солнце. Ты так поворачиваешься, очки одеваешь, находишь ссылочку заказать себе дрофу, только клац. И где бы ты ни валялся, И на Лилю, пляже. и Лилю. Да, Лили не надо столько, Марат, сколько у Лили желающих. Она такая классная. Я Лиля понимаю, И это- Артем. У Лили столько заказов, она мне звонит, и Сережа говорит, сделай паузу. Он просто Ну, очень нет хочет столько- Вилкова. У Лили нет столько селедки в Дунае, сколько уже знают за Лилю. У дрофы пива хватает много, понял? Да. Дрофа приедет быстро, Лиля – это для умных людей, которые заказывают себе наперед. И ты уже на пляж идешь со своей селедкой, тебе только не хватает пива, но пиво – это 5 минут. А Лиля – это как минимум часов 12. От всей души, с хорошим настроением для вас еле-еле пропихнул дрофу, несмотря на популярность Лили, одесский Леван. Всем пока-пока. Чао. Да шучу я, шучу я. Нет, поехали уже кушать. Катя, А, мы кушать будем Вилково. Дубль 8, А ребят, здесь, шашлык а здесь остыл. мы будем пробовать. Ты что ты? Зови Елисейку. Да его сверху прям. Мими, иди мясо. Она говорит, а? Ну да, иди Иди, сюда. папа мясо даст. Давай. А, Опа.
Бежать, 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 бежать. Ты будешь с соусом или без? Без, скажи. Без? Тебе? Вкусно? А собачке дать? Я. Что? Что твое? Не, Дай она- кусочек она говорит, собачки. «Йо». Мими. У Светы спроси. Света ему уже нельзя? Мими. Можно? Чего ты даешь? Катя, я хочу, чтобы ты мне так делала. Мими. Со вкусом зубов, поняла? Дай кусочек Раз собачки. и безобидно. Ну дай, что понадала. Марат, Дай а чё ты- собачке кусочек. Родненький, Я наслаждаюсь а что ты... этим процессом. Слушай, а я хочу, знаешь что? Пока мы не порвали всю эту красоту, вот так вот, чисто как... Я понял. Ты на меня... Ты ребенком занимаешься. Ты на меня не обращай внимания? Что-что? Что? Мими. Она говорит, мама, потом говорит, «Пф, папа. Перепутал. Миланя. Маленький говорит, дай Смотри, собачке. а хочешь своей крестной привет передать? Вот одень фурик, повернись на маму и скажи, Алина, Аля, привет. На. А теперь скажи пока-пока. Сережа, мы можем пойти кушать? Возьми прямо шампура. Хлоп. Да, не, я понимаю, что можно сделать. раньше. Понимаю, что можно сделать и будет и так. Ну как это? И так. Подожди. Ну это что? А тарелки эти железные. Какие? Мы будем кушать вообще сегодня. Катька, Шампура, я вспомнил про тарелки. вот они. А где та, которую я уже... Света говорит лаваши ставить вам. Это пусть Артем ставит, он здесь хозяин в доме. Или что тут? Или вот. Все, Марат. Вот это вот крученое. Ребята, век на лодке не кататься мы сейчас всем организуем, но это уже будет совсем другая история. А так как мы с этого начинали, в принципе... На, моя принцесса, на. Так, Поет. тихо, смотри, Марат. Да. Вот так вот. Нет, сначала мясо. Катюша, иди сюда. Вот так вот. Да. Вот так прямо рукой, да. Хлобысь. А теперь вот это. Подожди. Вот так вот. Ляп. Чисто безобразно, да? И А ну-ка, я своей рукой вот так вот А ну давай. лучка с этим самым делал. Все. Это шедевр. Короче, примерно как-то так вот этот шашлык выглядел у нас в детстве. Всем пока-пока. Чао. Чао, дорогой. И никто тебе не нужен. Чао. Солнышко, ты не даешь папе почувствовать себя пенсионером. Катя, а ну-ка. Смотри. А? Что это? Мясо. Что? Катя, это инфаркт миокарда для тех людей, у которых сейчас нет в руке вот такого. А то, что мясо, это и ребенку понятно. Смотри. Да, песня. Что ты закатил глаза, как будто бы ты болен чем-то, Сереж?